нет ничего более дорогого нам, чем родной язык. И неважно, как он называется, но это то, что делает нас людьми, что позволяет нам жить в определенном обществе. Но сейчас такое время, что нам всегда немножко мало нашего внутреннего общества, и поэтому интерес к изучению иностранных языков, безусловно, очень большой. И здесь, я думаю, что в наше время самое главное – это зачем я изучаю язык, с какой целью. Мы прекрасно помним то время, когда все должны были что-то изучать. Это было по-разному. Когда я изучал в школе иностранные языки, то я всегда вспоминаю шутку одного нашего юмориста, что я учил немецкий язык в 45-й школе города Ленинграда и могу говорить по-немецки со всеми, кто закончил эту школу. Русский язык по-другому было, конечно, потому что представитель Грузии общался в Казани с представителем другой республики, скорее всего, на русском языке. То есть в русском была определенная потребность. Я прекрасно помню то время, когда в странах так называемого бывшего социалистического лагеря все учили русский язык. Поработав там какое-то время, я для себя определил картину плохой ситуации и хорошей ситуации. Это когда на встречу тебе идет 10 человек, все 10 учили минимум 6 лет русский язык. Вот хорошая ситуация, когда 6 не могут, а 4 не хотят. Плохая ситуация, когда наоборот 6 не хотят, 4 не могут. Попадались те, кто говорил на русском языке, действительно, и там. Но это были, скорее всего, люди, которые были так или иначе связаны какой-то своей деятельностью с Россией, и им нужен был русский язык. Но вот сейчас, мне кажется, то время, когда мы очень четко должны понимать, что любой язык учится с определенной целью. Зачем мне это надо? Я не буду тратить время, я не буду тратить средства, чтобы овладеть языком, если я не получу некоторую отдачу. И я совершенно не, так сказать, плачу, что сократилось изучение, количество изучающих русский язык. Потому что этим мерить нельзя. Мерить можно тем, сколько людей вступает в общение на русском языке, достигая определенной цели, с которой они вступают в это общение. Другое дело, что носители русского языка должны в определенной степени поддерживать это стремление, эти тенденции. Но это все должно делаться, мне кажется, очень и очень разумно и адекватно потребностям. Сегодня большая часть населения, подавляющая часть населения молодого Грузии считает, что русский язык изучать незачем. И не согласиться с ними трудно, потому что согласно визовой системе, которая существует между Россией и Грузией, их просто не пускают в Россию. Не пускают. И когда ты обращаешься с вопросом, как же тебе не стыдно, почему ты не знаешь язык соседа, ответ прозаичен. Меня туда не пускают и меня там не ждут. Более того, это в общем. В прошлом году мы провели мероприятие, посвященное 160-летию пребывания Льва Толстого в Грузии. И молодые грузинские художники, 85 человек, студенты Академии художеств, рисовали, делали работы по произведениям Толстого. Это была и скульптура, и графика, и живопись, и костюм, и так далее. 2 человека победили. Мы объявили премию «Поездка в Российскую Федерацию». Посольство взяло за это деньги. Может ли себе это позволить институт Гёте, который проводит какой-то конкурс, или британский совет? Не может. А Великая Россия может. Понимаете? Вот в чем проблема. Потому что нет государственной системы по изучению русского языка, хотя бы в странах постсоветского пространства. Ее не существует. Любимое занятие фондов – проведение конференций. Они не приносят никакого практического результата. Никакого.
А вот сейчас сидит Атулла Схашвили, главный редактор несуществующей газеты. Газета просто не уходит, потому что нет денег. Заинтересована великая страна, Российская Федерация, чтобы была русская пресса в Грузии? Нет, не заинтересована. Не заинтересована. Заинтересована ли великая страна, чтобы был русский лицей? Не заинтересована. В чем? Будем винить грузинских властей? Конечно, они делают очень много ошибок, безусловно. У нас есть большие претензии. Но ответ их будет, нам это не нужно. А кому это нужно? Разве не нужно Российской Федерации, великой российской страны, чтобы рядом с ней в Грузии был востребован русский язык? А желание населения огромно при этом. Мне хотелось бы коснуться двух позиций. Первая позиция. Вот мы говорим о русском языке, о бытии русского языка на постсоветском пространстве. Она ведь возможно это рассматривать в двух аспектах совершенно разных. Первый – это жизнь, бытие, преподавание русского языка для нерусских, не русскоговорящих людей, то есть в данном случае для этнических грузин, для молодого поколения, которое только входит в жизнь и которое как-то решает само для себя вместе с родителями учить русский язык или не учить. Как здесь выглядит картина? Вот несколько дней тому назад по российскому телевидению на телеканале «Дождь» было первое за многие последние годы интервью с президентом Саакашвили. Чрезвычайно интересное, я не знаю, транслировали ли его в Грузии, какой-нибудь грузинский телеканал. И там, в частности, он касался вопроса о том, нужен ли русский язык нынешним грузинам, особенно молодым грузинам. И сказал, что нет надобности в русском языке, сказал президент Саакашвили. Потому что Николай Николаевич уже приводил примеры, в Россию сложно попасть. Молодому грузину, который хочет получить высшее образование за рубежом, проще его получить в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии, во Франции, чем в Москве или, предположим, чем в Ростове или Волгограде. Экономических связей практически не существует, насколько я знаю, по крайней мере, таких легальных и сколько-нибудь полных и пышных связей. Зачем тогда учить язык? Нет мотивации, то есть нет прагматической задачи, которая бы таким образом достигалась и реализовывалась. Это сложная, серьезная проблема, за которую отвечает, мне кажется, в первую очередь российское государство, которое могло бы открыться людям из Грузии, молодым людям в частности. Потому что со стороны грузинских властей это могло бы быть жестом доброй воли, но и только жестом доброй воли, а обязательством является для российских властей и для российского государства. Но это первый вопрос, первая часть проблемы. Вторая часть проблемы связана с жизнью русскоговорящих, русскодумающих, русскопишущих, для кого русский язык действительно является родной. Их, насколько я понимаю, по статистическим данным в Грузии не так много. Я прочел, и в книжке, которую показывал Николай Свинчицкий, написано, что в 90-м году в Грузии было 380 тысяч человек, считающих себя русскими, а в 2004-м всего 50 тысяч. Это по российским масштабам совершенно ведь крохотная, ничтожная цифра населения районного центра в России средней руки. Но я был прошлым летом в Тбилиси, был в Батуми. Что я могу сказать? Русская речь на улицах все-таки слышна. И даже если люди говорят по-русски, ты сидишь где-нибудь за столиком в кафе, или идешь на экскурсию в музей, или приходишь в тот же театр Грибоедова, люди говорят по-грузински, но услышав русскую речь, мгновенно включаются, откликаются на ту русскую речь. Им тоже интересно, приятно, комфортно восстановить хотя бы на эти несколько минут привычку говорить по-русски. Но русские, те, которые оказались на территории Грузии, сохранились на территории Грузии не по своей воле. Они там родились, или они вышли туда замуж, или они там еще каким-то образом там оказались. Что им там делать и как там быть? И здесь я должен сказать, что я абсолютно восхищаюсь русским населением Грузии, но русским условно, там не все этнические русские, и
евреи, для которых русский язык и русская культура родная, и армяне, для которых русский язык и русская культура тоже своего рода родная. Так вот, я восхищаюсь этими русскими людьми, русскодумающими, русскоговорящими, потому что количество культурных акций, предприятий, которые проводятся и русским клубом под началом Николая Свинтицкого, и другими какими-то обществами, ассоциациями, оно просто огромно. Выходит вот уже 8 лет журнал «Русский клуб». Выходит альманах «На холмах Грузии». Время от времени появляются сборники стихов. В прошлом году, например, был проведен общегрузинский поэтический, и не только поэтический, литературный конкурс для молодых писателей Грузии, пишущих по-русски. Проводится, наконец, вот этот вот международный русско-грузинский поэтический фестиваль. То есть активная, живая, веселая, азартная жизнь. Я помню людей, которые работают в культурно-просветительском обществе «Русский клуб». Это азартные, живые, энергичные, веселые люди, которые на самом деле нуждаются только в одном: чтобы их усилия видели не только на территории Грузии, но и в России, чтобы видели, замечали это и чтобы помогали. Потому что заботиться о людях, которых у нас сейчас называют соотечественниками, то есть о людях, живущих на территории другой страны, но сохраняющих веру и любовь в российские ценности, может помогать только родное государство. В странах, которые никогда не входили в зону, где русский язык был распространен, есть огромный интерес к русскому языку. Я позволю себе напомнить идею, которую высказал 20 лет тому назад Назарбаев. Это идея евразийского пространства. Вот я очень хорошо помню, как я ее тогда воспринял, 20 лет тому назад. Мне показалось, что это такое вот, что-то, если это и возможно, то где-то через 100 лет. Вот сейчас это абсолютная реальность, это евразийское пространство. Но вот давайте зададимся вопросом, а что нас объединяет в рамках этого евразийского пространства? Открытые границы? Да, мы можем легко поехать туда-сюда без всяких виз. Что нас объединяет? Отсутствие таможенных барьеров? Ну да, наверное, это очень важно для людей, которые занимаются бизнесом. Но для меня совершенно не важно. Вот, это не принципиально. Принципиально совсем другое. Принципиально это ощущение некой общей культурной принадлежности, культурной общности, которая формируется не только, как говорили евразийцы 30-х годов, да, вот, территории, на которой проживают наши народы, но и языком межнационального общения. И таким языком является русский язык. Но просто-напросто нету другого языка, который может быть языком межнационального общения на евразийском пространстве.